На этот раз мы замахнулись на классику и решили сделать стол по мотивам фильма «Матрица». Куча сложностей и ошибок, 50 метров адресной светодиодной ленты, более 7000 умных символов и в итоге стол, аналогов которому я не встречал. Приятного просмотра. Итак, перед тем как залить смолой 50 метров дорогущей адресной светодиодной ленты, мы решили сделать небольшой пробник, для того чтобы быть точно уверенным, что все пойдет по плану. Для этого находим нужную картинку. Да, это те самые символы, которые использовались в фильме «Матрица». Перегоняем их в нужный формат и отправляемся к лазерному станку. Спустя пару минут имеем вот такой пробник, который прикладываем к основанию и получаем задуманный эффект. Если честно, я был приятно удивлен, поскольку результат превзошел мои ожидания. Но сейчас, собственно, я и расскажу, как добиться этого эффекта и сделать такое же основание, но в 10 раз больше. Поехали! Для того, чтобы получить столешницу в 10 раз больше, нам нужен кусок черного пластика больше предыдущего ровно в 10 раз, как ни странно. Конечно, пила не лучший способ распускать такой материал, но учитывая его размеры, это единственный вариант. Поэтому настраиваем пилу и отпиливаем лист пластика 50 на 70 сантиметров. Такого размера и будет наша столешница, которую мы снова кладем в лазерный станок. Подгоняем файл и запускаем процесс. Теперь станку надо вырезать более 7000 символов, которые в последующем мы подсветим таким образом, что сможем управлять каждым по отдельности, но об этом немного позже. Спустя 4 часа работы лазера мы имеем матрицу в прямом и переносном смысле, которую надо хорошенько отшлифовать, чем я и занят. Изначально моя задумка была в том, чтобы получить абсолютно невзрачную столешницу, на которой не будет даже намека на символы. Ну а после включения стол должен вызвать вау-эффект. Так вот, зачем же я ее шлифую? Следующим этапом нам надо залить эту заготовку смолой. И для того, чтобы смола держалась должным образом, поверхность должна быть абразивно обработана, то есть замотована, или совсем по-простому зашкурена. Кстати, наждачку называю шкуркой, так как очень давно у некоторых народов в качестве шлифовальной шкурки использовались высушенные шкурки различных рыб, вплоть до кожи акулы. Так вот, современная наждачная бумага ничего общего со шкуркой не имеет, а мы имеем хорошенько отнаждаченную поверхность, которую будем заливать эпоксидкой. Для этого берем вот такую многоразовую форму, а на заготовку с обратной стороны клеим тоненький двухсторонний скотч, для того чтобы пластик не всплыл в заливке. Следующим этапом кладем столешницу в форму. В инсте вы много спрашивали по поводу этих форм. Так вот, это действительно полезная и практичная штука. Здорово экономит время. Уже и не представляю, как же раньше жил без нее. Все ссылки и промокоды, как всегда, есть в описании ролика. Пользуйтесь на здоровье. Как вы поняли, формы подходящего размера у меня не было, поэтому я соорудил небольшой бортик. Все из того же пластика. И просиликонил по кругу. В смолу я добавляю немного матирующей пасты. Она сделает состав мутным. Такую пасту можно приобрести в местах, где колорируют автоэмали. Проще говоря, подбирают краски для авто. В основном она используется для того, чтобы сделать лак матовым, а мы делаем матовой смолу. Для этих целей я использовал состав под названием Art Eco от Эко-ванны, который отлично подходит конкретно для этой операции, поскольку слой заливки совсем небольшой, а состав сохнет быстро. А это важно, поскольку нам уже не терпится посмотреть на готовый результат. Для того, чтобы избавиться от пузырей, используется вот такой корректор или горелка. Но горелкой можно перегреть смолу и запороть дорогостоящую заливку, поэтому корректор. Но пока смола сохнет, мы занимаемся основанием. Для этих целей было заказано больше 50 метров адресной светодиодной ленты. По доброй традиции, всю электронную начинку я заказываю вот в этом магазине. Как всегда, все четко и оперативно, могу смело рекомендовать. К слову, одной только электроники для этого маленького столика вышло больше, чем на $1000, или 80 000 российских рублей.
Итак, после того, как мы получили ленту, у нас есть точный размер и расстояние между диодами, а именно промежуток в 2 мм между каждым диодом. Из этого следует, что нам нужна решетка из 7000 ячеек с толщиной стенки в 2 мм. Но проблема в том, что самая тонкая фанера имеет толщину 4 мм. Ее я и распускаю на станке. Эту задачу мы решили при помощи калибровально-шлифовального станка. Это такая штуковина, которая без проблем делает из 4-мм фанеры 2-мм. Сверху стоит барабан с наждачкой, а снизу конвейерная лента, скорость которой регулируется. Итак, спустя пару проходов имеем фанеру с четкой толщиной в 2 мм. Следующим этапом кладем уже 2-мм фанеру в лазерный станок, прижимая ее бруском, поскольку такая тонкая фанера не особо держит форму. А это важно, так как фокусное расстояние лазера должно быть одинаковым по всей площади. И вырезаем вот такие элементы. Перед тем, как собрать конструкцию, из фанеры потолще делаем основание с пазами, благодаря которым мы получим суперточную конструкцию из ячеек. И это тоже важно, так как при смещении даже в пару миллиметров на всю длину символы смажутся и не получится достигнуть задуманного эффекта. После сборки мы имеем вот такую штуку. Все планки стали четко на свои места, и я решил сразу покрасить торцы в черный цвет. После чего снова все разбираем для того, чтобы покрасить все элементы со всех сторон. Для чего вообще их красить? По задумке, при выключенном положении символы должны быть совсем незаметны, и я опасался, что белая фанера будет видна через вырезанные символы. Поэтому все, что можно, я крашу в самый черный цвет. Когда у нас есть проверенная конструкция черного цвета, собираем ее заново. На тот момент я думал, что в последний раз, но сильно ошибался. А тем временем Леша готовил 50 метров ленты, для того, чтобы встроить ее в эту маленькую столешницу. Как вы могли заметить, наши проекты становятся более сложными и интересными. Во многом это заслуга Леши, так как именно он помогает нам в их реализации. А поскольку это не первый и не последний проект с умной начинкой, нам надо организовать удобное рабочее место. Я уже не первый раз использую тулборд для обустройства мастерской, и этот уголок не исключение. Это такая универсальная система хранения с множеством вариантов крепления, что собственно вы и видите на экране. Смело могу рекомендовать, поскольку знаю, о чем говорю. Я сам ежедневно пользуюсь ей уже около года, и у меня нет никаких нареканий. Пластик крепкий и надежный, ни одна крепежка до сих пор не сломалась. Ссылка есть в описании, пользуйтесь на здоровье. Так вот, вся лента была допаяна на удобном рабочем месте, и мы принялись ее вставлять. Но тут снова сюрприз. Дело в том, что размер фанеры был сделан ровно такой же, как промежуток между светодиодами, для того, чтобы позиционировать каждую ячейку и в итоге получить четкую матрицу. Но я не учел тот факт, что краска подняла ворс, и фанера стала немного толще. Но даже 0,2 мм хватило для того, чтобы запороть всю конструкцию. В итоге лента плохо вставлялась в пазы и складывалась гармошкой. Ну что ж, всего-навсего пришлось все переделать. Учитывая предыдущий опыт, мы поняли, насколько поднимается ворс после покраски, и подготовили фанеру на 0,2 мм тоньше, чем предыдущую. В итоге после покраски получили четкий размер в 2 мм. И тут дело пошло.
Спустя пару часов работы имеем вот такую матрицу с 7200 ячеек. Перед тем, как двигаться дальше, решили проверить целостность всех соединений, чтобы потом не было сюрпризов. В итоге все соединения соединены нормально, и все работает. Все 13 секторов, каждый из которых будет управляться отдельной ардуиной. То есть этот небольшой столик будет управляться 13 ардуинами, но об этом немного позже. Следующая сложность, с которой мы столкнулись, это засвет соседних ячеек. Это обусловлено особенностью конструкции. То есть снизу планок есть пространство. Через него свет проходит и слегка засвечивает соседнюю ячейку, что нас совсем не устраивает, поскольку немного испортит эффект. Эту проблему мы решили следующим способом. На лазерном станке мы нарезали 73 реечки. Во-первых, пластик имеет толщину 3 мм, что отлично нам подходит. Во-вторых, пластик глянцевый, и мы получим дополнительный отражатель. И как следствие, более яркий источник света. Края заготовок предусмотрительно мы закруглили, для того чтобы их без проблем просунуть через все коммуникации, чем мы и занялись. Как вы видите, спустя полчаса работы проблема решена, и можно двигаться дальше. Изначально все эти ячейки я планировал залить смолой, поскольку думал, что светодиод не будет светить должным образом, так как он расположен торцом, а смола является отличным проводником света, и таким образом я хотел направить свет точно в символ на столешнице. Это мы, кстати, и делали на пробнике, но по факту оказалось, что и без смолы светодиоды отлично работают, поэтому было решено выкинуть эту операцию. Тем временем смола высохла, и можно доставать заготовку из опалубки. Пока смола полимеризовалась, я сделал пару тестовых вариантов. В итоге пришли к тому, что толстый слой смолы поверх символов — это не совсем хорошо, поскольку смола рассеивает свет от диодов, и контур символов становится слегка размытый. Но к тому времени слой в 4 мм уже был залит. Поэтому было принято решение убрать 2-3 мм, и мы снова отправляемся к калибровально-шлифовальному станку. Спустя несколько проходов пару миллиметров смолы превратились в пыль, и мы имеем нужную толщину. Но на станке стоит грубая 60-я наждачка, а для дальнейшей покраски это не годится. Поэтому перегоняем ее более мелкой при помощи шлифмашинки. Можно было бы, конечно, поменять наждачку в станке, но это не быстрое дело, поэтому проще прогнать вручную, чем я и занят. После обработки мелкой наждачкой, в нашем случае 400-й в финале, можно покрывать столешницу лаком, матовым лаком. В итоге нам надо получить супер матовый лак. В продаже такого не имеется, поэтому приходится делать самостоятельно. Это все та же матирующая добавка, которую я добавлял смолу, а теперь добавляю в лак. Перед покраской хорошенько протираем столешницу антистатической салфеткой. Да, это не простая марля, это специальная салфетка. Специальная штука, если не пользовались ранее, очень советую. Вся мелкая пыль, которая магнитится и не только, остается на ней. В итоге шансы получить качественную покраску значительно вырастают. А вот теперь можно смело красить. Матовый лак становится матовым по мере его высыхания. То есть, как вы видите, после нанесения он глянцевый и прозрачный, и видны все символы. А после высыхания мы имеем задуманный эффект. Символов не видно. Не видно до того момента, пока мы этого не захотим. Но обо всем по порядку. К слову, для получения нужной степени матовости мне пришлось положить больше 10 слоев. Я наносил слой за слоем, ждал пока лак высохнет, смотрел на результат, разочаровывался и наносил следующий. Тем временем Андрей занимался деревянной рамкой, которая обрамит столешницу. Ее мы сделали из дубовой доски, которую распустили на бруски, прогнали через рейсмус, убрали четверть, ну и еще пару операций, которые вы видите на экране.
Перед покраской хорошенько шлифуем заготовки и отправляемся в покрасочную. Как вы помните, в пульверизаторе залит матовый лак. Он, кстати, отлично подходит в качестве грунтовочного изолирующего слоя. Вообще, все что угодно подходит для грунтовочного слоя, если это уже залито в пистолет. Такая вот примета. Следующим этапом мы придаем цвет, в нашем случае черный цвет. Как вы видите, краска не впитывается в дерево и не поднимает ворс. Именно для этого я и наносил первый грунтовочный изолирующий слой, а уже затем базовую краску. Но ее слой совсем тонкий, за счет этого она быстро сохнет, но в то же время легко царапается, поэтому поверх ее мы снова кладем матовый лак. Пока будущая рамка сохнет, мы подготавливаем столешницу, которую и будем обрамлять. В основании просверливаем отверстия, через которые и пропустим провода. Они в свою очередь и будут соединяться с ардуинами. Затем аккуратно переворачиваем всю конструкцию, поскольку конструктор собран на сухую, и в теории продольные планки могут удалиться из чата. Для того, чтобы они остались на месте подольше, хорошенько промазываем соединение клеем ПВА. На следующий день, когда все элементы пазла высохли, начинаем сборку. Для этого берем шпильки необходимой длины, хороший шпилечник и банку проверенного клея. Клейберит, если вдруг кому-то интересно. А вот тут главная опасность была в том, чтобы не пристрелить адресную ленту, ну и по возможности не попасть в палец Андрея. С первым, к слову, мы справились на ура, и все осталось в рабочем состоянии. В процессе поняли, что один из брусков не получится поставить, поскольку уж очень много проводов пришлось задействовать, для того, чтобы соединить между собой все полосы ленты. Этот вопрос мы решили легким взмахом пилы и продолжили сборку. Итак, столешница собрана. Теперь самое время заняться подстольем. Тут мы решили сильно не мудрить, поскольку все внимание должно быть сосредоточено на столешнице. Поэтому простенькое подстолье из металлопрофиля. Напилили, сварили, зачистили и покрасили, что вы видите на экране. Следующим этапом переходим к самому интересному. Начинаем подсоединение всей электроники. Напомню, что на этот маленький стол у нас ушло 50 метров адресной светодиодной ленты. Суммарно вышло 7200 светодиодов. Для того, чтобы их запитать, понадобилось 2 блока питания по 40 ампер. Понятное дело, что такое количество информации не может обработать Arduino, поэтому их было куплено 13 штук. 13 Arduino Nano. Ссылки на все эти компоненты я оставляю в описании. Как вы понимаете, каждая Arduino отвечает только за свой участок, а нам надо получить цельную картинку. Как это было сделано? Все поле было поделено на 7200 элементов. Это и есть общее количество светодиодов. Вот так. И всего-навсего 2 недели у Леши ушло для того, чтобы они договорились между собой. Кстати, впервые увидев эту раскладку, она напомнила мне фотоконструктор от Mozabrick, о котором я вам часто рассказывал, поскольку он также состоит более чем из 7000 элементов, и из них можно также собрать любую картинку. Вот вам наглядный пример. Для наших подписчиков предусмотрена скидка в 20% на эту крутую штуковину. Если кто не в курсе, Mozabrick — это бесконечный фотоконструктор. Вы берете любую свою фотку, закидываете в специальную программу прямо на сайте и тут же получаете инструкцию по сборке. Действительно залипательная вещь, сам провел не 1 час за процессом сборки. Ну и конечно же, это идеальный подарок, который придется по душе каждому. Ссылку оставляю в описании. А нам осталось оценить результат. Как вы поняли, этот проект получился очень затратным во всех смыслах. И только благодаря вашей поддержке у нас есть возможность залипать над такими проектами на месяц. Поэтому
большая просьба помочь в распространении этого ролика. Лайк и пару длинных комментов отлично помогают в продвижении. Но важнее всего поделиться этим роликом где вам угодно. Спасибо за просмотр и добра от топора.